Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие раки, я расскажу ваш гороскоп на июнь 2024 года. Итак, каким будет июнь? Начало месяца, первая неделя будет идти, я бы так сказала, по нарастающей с напряженной активностью. Не скажу, что захочется активничать, да, июнь вообще для вас, дорогие раки, это тот месяц, который не про активность больше, а про осмысление, да, для вас завершается ваш персональный год, время начинать отмечать свои дни рождения, запускать соляры, это июньские, да, у нас раки. И здесь, конечно же, я бы так сказала, подойти к этому моменту ответственнее. Причем как раз-таки новолуние, которое будет 6 июня, да, уже будет, я бы так сказала, намекать о тех ответственных вещах, на которые вы не обращали внимания ранее, где вы закрывали глаза, не хотели мириться, не хотели где-то отступать, не хотели где-то принимать. Конечно же, вопрос реализации, чего вы достойны, чего вы достигли. Ну и, конечно же, здесь необходимо будет приложить усилия в работе. Новолуние для вас будет не самым простым, потому что на момент новолуния Сатурн будет делать квадратуру, естественно, к вашим обоим управителям, к Солнцу и Луне. И здесь внутренние переживания, которые будут казаться вам давящими, но это лишь те обстоятельства, которые выведут вас на новый профессиональный уровень. Это если мы будем говорить о карьере, да. В работе, конечно же, июнь для вас будет месяцем, где необходимо потрудиться, и я не скажу, что он весь будет, да, таким очень сложно напряженным, нет, просто заставит приложить больше ответственности, приложить силы, приложить знания в том числе. И вот первые 2 недели лунного цикла, да, с новолуния как раз-таки необходимо прям ответственно потрудиться для того, чтобы, ну, июль прошел уже под другим соусом, я бы так сказала, потому что помним, в конце июня у нас разворачивается Сатурн, значит, в июле все нерешенные вопросы, связанные с карьерой, с работой, с профессиональным статусом, и как это все давит на вас. Здесь и финансы, и материальная сторона жизни, недвижимость в том числе. И все эти нерешенные вопросы. Понятное дело, что в июне не получится все решить, но все эти вопросы будут на вас давить, вы будете о них думать, переживать. И да, вторая половина июня, она больше про переживать, потому что там как раз-таки Нептун будет делать ту самую неприятную квадратуру на ваших управителей. И здесь, конечно же, необходимо понимать, что эмоциональное состояние будет так себе. Ну, конечно, если вы человек, который занимается творческими профессиями, тогда для вас наоборот, это будет творческий такой подъем, это будет творческая активность, это будет такая нотка вдохновения, хоть она будет и, конечно же, запущена не совсем приятными эмоциями, да, связанные вот со всем тем, что я перечислила. Здесь, конечно же, да, вы найдете выхлоп своей энергии, эмоций и действий в том числе, это будет хорошо. Достаточно неприятная история будет связана с депрессивным состоянием, с расстройствами, потерей сна, поэтому здесь не загоняйте себя в угол, понимаете, что да, все вопросы не решаются сразу. Вы вообще, как истинные раки, всегда думаете и переживаете за всех, за то, чтобы всем было хорошо. И здесь, конечно же, поймите, что жизнь, она реально сложная, что невозможно ее сделать по, я бы так сказала, по плану. План — это прекрасно, к плану всегда нужно стремиться, но для вас, дорогие раки, план как раз-таки то, что требует от вас первые 2 недели июня, для вас это будет такой немножко разрушительной энергии, но все-таки потрудиться как бы нужно для того, чтобы просто много чего организовать и сделать. Вторые 2 недели июня будут, я бы так сказала, не совсем приятные к плану. Здесь вообще все планы полетят в тартарары, поэтому здесь
сделайте себе, я бы так сказала, отходной маневр для того, чтобы не быть разочарованным и не впасть в такое состояние разочарования и уныния. Потому что, еще раз напоминаю, квадратура Нептуна будет сильна. Также для вас являются два не очень-то приятных момента. В конце июня, 30 июня разворачивается Сатурн, значит, все недоделанные финансовые и профессиональные вопросы продолжатся в июле. И, это уже, правда, другой месяц, но к этому готовимся с учетом того, что как раз-таки эта квадратура будет очень сильно влиять на вас и в июне, и в июле она тоже продолжится, потому что с 3 июля разворачивается у нас Нептун. Да, и две эти сложные планеты будут в прямом смысле влиять на вас. Плюсом, конечно же, не забываем, что еще в этом году, до конца года, завершается как раз-таки маневр кармических узлов по оси Овна Весов. Вы спросите, как это относится к вам? Относится к вам в прямом это смысле, потому что ко всем ракам происходит отчет по одному, я бы так сказала, да, в зависимости у кого, кто в какой день родился, потому что вы понимаете, что даже раки, рожденные в один день, в разное время и в разном месте, имеют другую построенную натальную карту, да, и здесь нужно понимать, что аспектация строится именно по 3 координатам: дата, время и место рождения, и эти 3 составляющие, они очень важны. Так вот, на основе этого эти кармические узлы, которые как раз-таки у нас совершают маневр, да, по огненно-воздушной оси, будут делать квадратуры по вашему Солнцу еще полгода. И здесь, конечно же, для вас в районе дня рождения, на день рождения, это очень важный этап, который напрямую затрагивает вашу личную жизнь. Личную жизнь и карьеру в том числе. Но у раков личная жизнь, она всегда является на первом месте. И очень часто это та сфера, которая провисает. Да, как говорится, много ли вы знаете раков, которые счастливы и реализованы в семейной жизни? Лично я очень мало. Знаю профессионально успешных раков, знаю, но в личной жизни, как правило, не сходится. Про что есть рак? Знак зодиака рак – это, конечно же, про семью, семейные ценности, взаимоотношения, любовь, обнимашки, можно по-разному говорить, да, про те самые теплые эмоции, на которых профессиональная сфера и планы не строятся, да, то есть в семье план, конечно, это же хорошо, но я бы так сказала, счастье это особо не приносит, да. Для организованности семьи это хорошо, а эмоции и чувства, они же не по плану идут. И здесь, дорогие раки, как раз-таки накануне своего дня рождения подумайте, что бы вы хотели на самом-то деле, потому что больше всего энергию для своей реализации вы черпаете из отношений, которые во второй половине июня вас разочаруют, вы начнете не доверять своим отношениям, вы начнете не доверять своему вкусу, вы начнете придираться, вы начнете искать изъяны, скелеты в шкафу. Сильно здесь не задирайтесь, сильно здесь не копайте. Просто поймите, почему вы хотите к кому-то придраться, почему вас не устраивает, не удовлетворяет все то, что есть у вас, что вам нужно еще такого, чтобы сделало вас счастливее. Это такая, знаете, очень тонкая и важная мысль, которая 100% ваша, и вы способны это в себе распознать. Конечно же, есть раки, у которых в натальных картах очень силен тот же Сатурн, и когда очень сложно быть таким душевным, трогательным раком, да, то есть где у раков, если в натальной карте сильный Сатурн, и он еще очень активный, амбициозный, тогда, конечно же, сложно заглянуть вглубь себя и ответить себе так честно и наивненько на такие обычные житейские вопросы. Есть над чем подумать и задуматься для того, чтобы не разрушить отношения. Понимаете, что ответственность, конечно же, на вас, ответственность она сильна, потому что вы всю свою силу и мощь своего знака зодиака, да, как раз-таки черпаете в семье, в семейных ценностях. И здесь, конечно же, вопросики ваших отношений с вашими родителями, что вы впитали
когда жили в родительской семье, то есть все эти ролевые модели, да, не буду грузить, как говорится, родительско-детские отношения, модели по жизни, что вы увидели у родителей такого, что вы сейчас 100% применяете в своей семье и вам это не нравится. Ну, такие обычные, да, вопросы по жизни, потому что мы все растем, мы каждый учимся, где? В семье, где мы выросли. То есть мы не можем по-другому. Мы все свои действия делаем основанными, да, на то, как нас воспитывали, как нам показывали с детства. Поэтому если вам что-то не нравилось в отношениях ваших родителей, посмотрите, не проецируете ли вы, не делаете ли вы все то же самое в своей семье, и поэтому ли вы недовольны. Честно ответьте себе на эти вопросы, потому что честность гораздо быстрее, чем вот такого запанированного вранья, да, поэтому здесь нет ничего такого постыдного признаться себе в тех моментах, где вы понимаете, что сами что-то делаете не так, для того, чтобы расслабиться и пойти по жизни счастливо, потому что быть истинно счастливым человеком, которому хорошо и комфортно дома, кому хочется приходить домой и обниматься со своими любимыми, вот это и есть та ценность для вас, которая дает вам силы, невероятные силы для достижения финансовых, в том числе успехов, для профессиональных успехов, да, для своей реализации в жизни, для обучения, образования в том числе. Потому что это ваш такой, я бы сказала, очень мощный эгрегор, единственный очень мощный эгрегор, когда дома приятная погода в доме, да, когда хорошее такое расположение в семье, когда вы друг друга понимаете с полуслова. То есть это, я бы так сказала, история всей жизни для раков, и она очень важна. И если вы этими вопросами не занимались, не уделяли им время, задумайтесь об этом. Вот этот день рождения ваш как раз-таки даст тот самый толчок и минимизирует все негативные качества планет, которые как раз-таки разворачиваются в ваши дни рождения, плюс-минус, потому что затронет всех раков. Конечно же, будет еще большое видео про лето, 3 месяца лета, да, гороскоп, в ближайшую неделю, дорогие мои, ожидайте, поэтому для того, чтобы скомпенсировать негативные моменты лета. И здесь, конечно же, понимаете, чем вы будете открыты сами для себя, хотя я знаю, хочется залезть, вот так, я бы так сказала, в раковину, да, вот и спрятаться в это, вот, чтобы никто не нашел. Но, ребят, выходите из своей такой скорлупы, разбирайтесь с теми вопросиками, которые вас реально волнуют, но в которых страшно разбираться. Ничего, бывает. Просто пришло для этого время, и как раз-таки движение кармических узлов дают тот самый толчок. Конечно же, приятно, когда вы разбираетесь, просто посмотрели гороскоп, у вас так щелкает, вы такие, вау, классно, все. А пойду-ка я вот поговорю об этом, пойду-ка я вот раскрою там какие-то свои моменты, поделюсь, да, со своей второй половинкой. Это хорошо. Гораздо неприятнее, когда случаются ситуации и вас выводят на решение вот этих моментов. Поэтому здесь, мои дорогие, просто понимайте, что все ситуации, которые будут случаться с вами сейчас в июне, перед днями рождениями, и продолжатся в июле, да, когда там у всех раков день рождения, то здесь понимаете, что это специально сделано для того, чтобы вы поняли, для того, чтобы ускорились. В районе дня рождения всегда случаются вот такие сложные, неоднозначные моменты, жизненные ситуации, которые заставляют нас быстро решать задачи. Почему? Потому что в районе дня рождения мы запускаем новый цикл, и у нас много сил, у нас много энергии, особенно если вы находитесь в таком возрасте, уставший, скажу, возраст борьбы, это в 29-30 лет, конечно же, когда очень силен Сатурн и не очень сильна Луна, да, то есть сам знак рака не очень силен для того, чтобы чувствовать, да, такое ощущение, будто обстоятельства давят. Если вы находитесь в таком сложном возрасте 37-38, когда кармические узлы как раз-таки возвращаются, или же вы находитесь в таком сложном возрасте 56-57 лет, да, и здесь такой момент, что ситуация будет происходить жестче. У всех других, конечно же, не так, но все зависит от личных транзитов в ваших натальных картах. Поэтому, дорогие, если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, но обязательно указывайте свою дату, время и место своего рождения для того, чтобы я ответила на ваш вопрос. Но, естественно, вопрос тоже не забывайте, потому что
Дат пишут много, а вопросы так и не пишут. Ребята, оставляйте 4 этих составляющих. И обязательно, конечно же, вопрос, для того, чтобы я знала, на что отвечать. Потому что открывая ваши карты, я в прямом смысле вижу много событий, много информации, но, возможно, вам половина из них даже и не нужна. Вот такой месяц, который заставляет вас подумать, который заставляет принять нужный ориентир и координаты вообще, в принципе, по жизни, куда вы идете дальше, особенно если вы являетесь в таком ответственном возрасте, разворот кармических узлов. Ребята, действуйте, не сидите на месте, потому что лето будет непростым. Июль будет сложнее, чем июнь, но об этом уже, как говорится, в другом видео. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце ролика по классике актуальное видео, которое вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Ну и кто давно хотел, в описании канала есть ссылочка на сайт. Сейчас спеццены до новолуния 6 июня на натальную карту, годовой прогноз. Кто давно хотел, записывайтесь, жду самых отважных. Будем работать с вами лично и индивидуально. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.